Приветствую вас на канале Скользкая механика. Сегодня мы познакомимся со светодиодами. Вот такая у нас лампочка есть. Она перестала гореть. Посмотрим почему. Разберемся. Попробуем исправить, если получится. Это будет даже интереснее. И фонарик такой светодиодный с регулировкой луча. Батарейки нету, правда, как всегда. Разберем, посмотрим. Поехали. Начнем с лампы. Аккуратненько скроем ее. Опа. Так. Держится тут на герметике. Интересно. Так, что мы видим? К цоколю идут проводочки. Здесь кольцо типа микросхемы. Давайте попробуем его оттуда. Надо, не надо его оттуда демонтировать. Оно вот одно целое с чашей, что ли? Нет. Так, что мы видим? Кольцо. На него контакты, наклеены контакты. Вот они залиты краской. И к контактам то ли припаяны, то ли приклеены светодиоды. Один из светодиодов. Пробуем приблизить. Вот он. Один из светодиодов. Вот этот. Выгорел контактик. И получается, цепь прервалась, как гирлянда новогодняя, и вся лампа перестала гореть. Здесь у нас какой-то конденсатор, катушечка. Не знаю, как это все работает с точки зрения электроники. Давайте попробуем замкнуть цепь. Этот светодиод исключим из цепи, замкнем его чем-нибудь и проверим, будет ли работать. Лишняя деталь, запчасти. Так, ладно, потом разберемся. Сейчас мы его отсюда демонтируем. Снимаем эту штуку. Что мы видим? Видим два контактика, которые разомкнуты. Они как раз этим светящимся элементом и замыкаются, который выгорел. Так, замкнем его. Попытаемся, во всяком случае, его куском фольги. Нашел тут фольги кусочек. Примастырим его туда. Посмотрим, будет ли работать. В принципе, тут напряжение никакое. Должно сработать. У нас есть клейкий алюминиевый скотч. Сейчас мы его туда прихренячим. Проверим, будет ли работать такой лайфхак. Если сработает, будем патент оформлять. Ха-ха-ха. Так, приклеим как следует. Разгладим. Так. И на базу его. На место. Есть у меня вот такой помощник. Сейчас мы вкрутим туда лампочку и посмотрим, будет ли она работать. Так, провод выгнут на всякий случай. Хрен его знает. Сначала мы ее внедрим.
попасть бы еще. Так, есть. На месте. Сейчас воткнем ее в розеточку. Аккуратненько. Ну, пробуем. Раз. И включаем. Да ладно. Вот это поворот. Один светодиод мы исключили. Вот этот. Теперь он в сети не участвует. Вот он не горит. Остальные загорелись. Эх, я тот еще электрик. Так, вилку выдернул. При работе с электричеством не забываем про то, что его не видно, не слышно, оно не имеет запаха. Поэтому, так как его нельзя идентифицировать, этим оно и опасно. В любой момент может вас наказать. Так, это я потом соберу на место. Не будем заострять внимание. А сейчас посмотрим, что внутри вот этого зверя. У него тоже здесь светящаяся часть светодиодная. Давайте разберемся. Тут, как во всех фонарях, у нас ответная часть для батарейки, для элемента питания. Без нее она работать не будет. Что у нас там? Тут пружинка. Всегда практически идет пружина. Или скоба напружиненная. Вот такая тут штучка. Это кнопочка. Вот сюда. Типа герметичная. Кнопочка нам что дает? Кнопочка прижимает пружинку, прижимает контакты друг к другу. Контакты прижимаются. Пошло электропитание от батареечки. Там в ответной части идет в ответную часть и напряжение попадая на светодиод, светодиод начинает светиться. Так. Да, кстати, пучок света можно регулировать, изменяя расстояние от линзы до светодиода. Вот так вот это примерно выглядит. Сейчас фокус сделаю получше. Видим, да? За счет этого можно регулировать диаметр светового пятна. Более сфокусированный, либо рассеянный свет. Примерно вот так это и выглядит. Когда линза близко к светодиоду, пучок широкий. Расфокус линзы. Если мы отдаляем линзу от светодиода, то пучок формируется раньше и поэтому более узкий луч. Так выглядит линза. Просто стекло или пластик. Чаще всего пластик, его сделать дешевле. Здесь у нас отражающая часть, чтобы больше света сфокусировать от маленького элемента освещения. Так, давайте попробуем это все оттуда вытащить. Как это сделать? Сейчас разберемся. Это было больно. Ну ладно. Догадались же так сделать.
Это у вас. Угу. Втулочка. Все, корпус из двух деталей. Отличная конструкция. Все, вот ответная часть, скажем так, электроцепи. Здесь светодиод. Что под ней? Под ней регулировка работы светодиода. Какие-то конденсаторы, чипы. Не знаю, что это такое. В электронике я вообще не секу. Будем разбираться вместе. И все, и два контакта до светодиода. Давайте, раз уж взялись, достанем его оттуда, попробуем. Ой. Так. Фокус. Контактики. И сам светодиод. Вот такая вот маленькая штучка. Здесь защитное покрытие, чтобы светодиод ничто его не задело, не выгорал он залит каким-то пластиком. Вот и все, ребята. Оставайтесь с нами, не забывайте подписываться на канал, ставить варежку вверх. В следующий раз разберем что-нибудь более интересное.